Можно ли в России платить налоги и не разориться? Налоги корпоративные на прибыль, налоги косвенные. Просто берешь тупо и не платишь. В черную работать. Все за налик там крутишь туда-сюда. 5 способов ухода от налогов. Стань РПЦ. Бог ты мой. Ну, пока есть, что есть. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост. И не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Итак, ребят, продолжаем тему, где никакого закадрового голоса нет, а я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне пишете. И вот сегодня вопросы про налоги. Налоги, которые нас обложили со всех сторон, я уже не знаю, что делать. Подчеркиваю, выпуск не только для тех бизнесменов или предпринимателей, кто платит налоги. Некоторые, кстати, не платят. Да, тоже об этом сегодня будет. А это вопрос для тех, кто тоже в найме, чтобы вы поняли, сколько вы налогов платите на самом деле. Что налоги вообще – это значимая часть нашей жизни. Я уверен, что этот выпуск поможет существенно улучшить качество твоей жизни. Поехали. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Привет из интернета. Уважаемый, уважаемый, заслужил. Тогда я прочитаю это с особым, так сказать, выражением. Уважаемый, а расскажите нам про подводные камни бизнеса, откаты, офшоры, уход от налогов или их занижение по госпрограммам. По сути, состряпать свой маломальский бизнес – это не проблема. А вот встретиться с преградами типа налогов, откатов и давления со стороны государственных структур – это уже отбивает желание заниматься чем-либо в белую. Бог ты мой. Ладно, еле дочитал этот вопрос. На самом деле отвечу на него очень коротко и конкретно. Итак, первое. Хочешь, чтобы налогов было минимум или ноль, делай раз, два, три, четыре, пять. 5 способов ухода от налогов. Способ первый. Самый рекомендованный мной. Стань РПЦ. РПЦ вообще не платит налогов. Второй способ. Льготная налоговая зона. Есть такие зоны, в которых вообще налоги практически обнулены. Ну, например, зона Елабуга. Свободная экономическая зона. Вот там у нас один завод, там, завод по пенам Технониколь. Ну, там почти налогов вообще не платит. Дальше, третий способ. Получить специальное освобождение в Минфине. Ну да, и некоторые проекты в России получают это освобождение, видимо, я не знаю, как они получают, но, в общем, есть ходы, да? Вот. Дальше. Можно не платить налоги, в черную работать. Ну, просто все за налик там крутишь туда-сюда, там бухгалтерию ведешь такую в тетрадочке, там, да, и все такое, вообще не платишь. Ну и пятый способ не платить налоги – это следующий. Просто берешь тупо и не платишь. Да, и смотришь, что получится. Ну да, потом там придут, начнут что-то там. Им тоже, кстати, пользуются многие люди. Поэтому вы можете использовать один из этих 5 способов. 5-й, подчеркиваю, самый небезопасный. А первые 4 нормалек. А в чем секретный соус? Можно ли в России платить налоги и не разориться? Начал свое дело пару лет назад, разорило государство. Налоги и сборы не последнюю роль играют. Что вы думаете? Итак, на этот вопрос я отвечаю последовательно. Можно ли в России платить налоги и не разориться? Вот перед вами человек, который платит все налоги и не разорился. Вот. И при этом я знаю огромное количество людей, просто вот феноменально огромное. Вообще всех, кого я знаю, они все платят налоги и не разорились. Дальше идем. Начал свое дело пару лет назад, разорило государство. Ну, с этим я не согласен, потому что у государства, государство это кто или что это? Как оно может тебя прийти и разорить? Да, ну, может быть, ты не свел доходы и расходы, там, кассовый разрыв возник потом. Ну, на самом деле, не у многих людей, вот объективно, так скажем, да, получается открыть бизнес. Это не значит, что если у вас не получилось, то вас разорило государство. Это такая, знаете, мысль-форма знать, кто виноват в том, что у вас не получилось. Очень удобно, кстати, но это неправда. Налоги и сборы не последнюю роль играют, что вы думаете? Я думаю, налоги и сборы вообще никакую роль не играют. Платил ли я налоги в 90-е годы? Ну, нет. Тогда никто не платил. В поздних 90-х там уже начинали платить там половину там налогов, да, ну а в 2000-е уже все. Сейчас можно об этом говорить, потому что срок исковой давности уже ушел, поэтому вот, ну так. Сейчас они, нормальные, и люди, кто имеет
правильно построенный, эффективный и продуктивный бизнес и платит все налоги, они живут и здравствуют. А в чем секретный соус? Итак, Светлана Есеева задает вопрос. А если бизнес криминальный, считается ли это бизнесом? Светлана, там Абрам сказал, что Сару в роддом увезли, а другой еврей спрашивает, а что с ней случилось? Он говорит, а я не знаю. Если бизнес криминальный, это не бизнес, это криминал. Что тут непонятно? Поэтому вопрос не имеет значения. Ну, например, так, если бизнес не криминальный и не платит налоги, ну, это не криминал, это бизнес, не платящий налоги. Кстати, у нас криминалом занимается очень много людей, считая, что это бизнес. Я вам так скажу. Картели, там, заказной тендер и так далее. Все это криминал. Да, люди считают это бизнес на тендерах. Рано или поздно, если ты занимаешься криминалом, даже если ты называешь это бизнесом, тебя посадят в тюрьму. И как говорил классик, тебя посадят, а ты не воруй. Я с криминалом дела не имею и иметь не хочу. А в чем секретный соус? Александр Р. пишет из Одинцова, старший системный администратор. Работаю в частной клинике, много ответственности. Открыл самозанятого. Пока 3 детей. Классно, Александр. Куча долгов, но я не жалуюсь. У меня все отлично, выжил после ковида. Александр, это такое оптимистическое заявление, да? А вопрос-то где? Я не понял. Ну вот Александр не задал вопрос, но так как мы говорим про налоги, я тогда прокомментирую вот самозанятого Александра, да? Вообще, знаете, раньше считалось, что надо работать на одном каком-то рабочем месте, да, и вот все, точка. Сегодня это очень частое явление, что люди, например, работают учителем в школе и подрабатывают там, ну, репетиторством. 5 уроков по 1000, например, 5000 в месяц, ну, такая прибавка, так сказать. Здесь у многих дилемма, может быть, в черную это делает, то есть не регистрировать никакую-то самозанятость и так далее. Ну, на что я так скажу, слушайте, эти там 6% или сколько, 4%, которые платят там самозанятые, да, это разумная плата за то, чтобы жить в легальном поле и не подвергнуться в один день тому, что за вами придут. Я понимаю, что за всеми придут, но лучше, чтобы когда за вами пришли, у вас все-таки было меньше список нарушений. Если же вас при этом оформил работодатель как самозанятого, да, ну, бывают такие способы оформления, то вы просто работодателю скажите, компенсируй, пожалуйста, мне вот этот налог, который я должен выплатить. А закончить этот вопрос я бы хотел вот чем. Я знаю, как отменить налоги на самозанятых. Дело в том, что сегодняшние налоги на самозанятых, да, они идут исключительно для содержания налоговиков, содержания контролеров и так далее. Там 6%. Для всех самозанятых, если ты имеешь меньше 300 тысяч доход, все, налог у тебя должен быть 0. И как это сделать? Очень просто. Да, уже все готово в России, чтобы перейти на электронную бухгалтерию, чтобы убрать огромное количество вот этих отчетностей, там все, контролеров, которые это все контролируют и т.д. И не надо взимать ни 4, ни 6%, ничего, до 300 тысяч. Все готово. Я призываю всех государств взять это сделать, потому что для людей, которые там зарабатывают меньше 300 тысяч, я считаю, налоги должны быть 0 и точка. И вообще Александр меня порадовал тем, что пишет, у меня все отлично, выжил после ковида. И такие люди, у которых настроено благоприятное будущее, обычно и являются выигрывателями по жизни. Поэтому всем, кто смотрит мое видео, я советую взять подход Александра и применить его в свою жизнь. А в чем секретный соус? Евгений, 35 лет, Челябинск. Как оценить работу, которую предлагают сделать, чтобы не продешевить? Ладно, это не про налоги, но я все равно отвечу. Есть такая рекомендация, когда вы начинаете сложные переговоры с кем-то, сперва для начала пошлите его на. Потом помирились, и дальше начнутся нормальные переговоры. Это нужно для того, чтобы горизонтальное отношение настроить, а не кто-то один там доминирует, а другой, значит, вот подавлен. Поэтому, если вы хотите оценить работу, которую вам предлагают сделать, чтобы не продешевить, первое, что залупите максимальную цену там, в 5 раз больше, чем она стоит, скажите, что у вас качество, там, да, и так далее. Самое интересное, иногда тот, кто вас нанимает, может согласиться. Тогда заработаете нормальные бабки.
Да. И в этой шутке есть только доля шутки, потому что некоторые так и делают, и, кстати, неплохо живут. Но если реально, конечно, посмотрите на то, сколько стоит такая работа, и никогда не предлагайте самую минимальную цену, потому что, предложив минимальную цену, вы тут же выпустите джина из кувшина, да? Тут же возникнут другие, которые предложат еще меньше и так далее, и этот рынок этих услуг, работы и так далее погрузится вот в мракобесие, да, вот это вот сниженных цен. Поэтому всегда все-таки ставьте на то, что качество, срок, значит, компетенции для выполнения некой работы, которую вы там заявляете, у вас лучше, чем у рынка. Поэтому ставьте цену середина и с небольшим добавкой, только середина плюс. Все, вот моя рекомендация. А в чем секретный соус? Максим, 37 лет. Когда начал заниматься бизнесом, понял, какие на самом деле гигантские деньги с предпринимателей берет государство. Почти 50% от зарплаты одного сотрудника – это все сборы государства. Считаете ли вы это справедливым и хотели бы изменить? Я считаю это несправедливым. Практически во всех странах такая система. Налоги с выплат сотрудникам, налоги корпоративные на прибыль, налоги косвенные, там, на имущество, на то, на сё, налоги на прирост капитала. То есть Россия находится в середине где-то по налоговой нагрузке на физических лиц и на корпорации. При этом я вас абсолютно понимаю и тоже испытываю иногда такое, тревожное какое-то вот состояние, да, потому что, хорошо, вот мы платим налоги, но когда мы не знаем, куда эти налоги идут, или когда из денег налогоплательщиков финансируются, вещи, которые, явно, нежелательные для нас, вот это все, конечно, вызывает вот такой вот нервяк и какое-то вот плохое состояние. И оно у меня тоже бывает, поэтому с точки зрения, считаю ли я справедливым наличие налогов, я считаю, это единственная возможная схема, когда те, кто получает доходы, оплачивают в складчину что-то и делают это как бы из общака. Там дороги какие-то строят, там, больницы там, и так далее, содержат, не знаю, армию и так далее. А вот что я хотел бы изменить, я бы хотел большей транспарентности или прозрачности, да, в том, куда идут деньги налогоплательщиков и участие налогоплательщиков в контроле за эффективностью использования этих налогов. И если налогоплательщик не может влиять на последующую эффективность использования этих налогов, то очень все плохо. Современные технологии позволяют сделать дорогу с межремонтным сроком службы 12 лет, при этом в любой климатической зоне. Скажите, вы когда-нибудь видели дорогу, где 12 лет, вот ее построили, она 12 лет вот на ней ее не ремонтируют? Это говорит только об одном, что при наличии технологий, при наличии налогов, да, использование этих налогов, например, для целей строительства федеральных там трасс, идет крайне неэффективно. Вот и все. И повлиять на повышение вот этой вот эффективности, да, я бы очень хотел. Я прикладываю для этого усилия и, конечно, считаю следующее, что в общак надо собирать деньги, чтобы строить там больницы, дороги и так далее, общественного использования. Но вот влиять на повышение эффективности использования этих средств, крайне как нужен. А в чем секретный соус? Игорь Владимирович, все равно без закадрового голоса не обойдется. Есть у меня два вопроса, которые не могу не задать. Давай. А в вопросах зрителей их не было. Да. Вы сказали о том, что должна быть прозрачность и контроль общества за тем, куда эти налоги идут. Есть идея очень популярная, что налоги должны быть адресными. То есть вот платим мы транспортный налог, а деньги идут на дорожную инфраструктуру, и мы видим, куда идут. Как вы к этой идее относитесь? Или все в одну кубышку сливаем, а потом дальше распределяем? Слушай, вот от того, что мы перечисляли какие-то деньги в пенсионный фонд, да, на какие-то там накопительные счета там, или просто пенсионный фонд, ты же видел, что потом случилось. Потом сделали реформу, и опять все там поменялось и так далее. И пенсия как была маленькая, так и будет. А в будущем вообще не будет никакой пенсии, потому что математически модель не сходится. Да? Поэтому источник сбора никак не может повлиять на эффективность использования этих средств. Все-таки я бы обратил внимание на коренной источник проблем. Государство во всем мире, подчеркиваю, это не только в России, самый неэффективный, скажем так, оператор бюджетными средствами. Именно поэтому практически в развитых странах
90% средств оперируются бизнесами. То есть для того, чтобы повысить продуктивность и эффективность операций, необходимо передать эти средства в бизнес, но при этом контролировать, как бизнес использует эти средства. А в России же государство пытается очень многие вещи сделать, грубо говоря, само. То есть размер государственного сектора в России большой. Нам необходимо разгосударствление огромного сектора экономики. И над этим в ближайшие 30 лет предстоит работать Российской Федерации. А пока есть, что есть. Очень популярна в обществе история — это налог на сверхдоходы, так называемые. Что вы по этому поводу думаете? Налог на сверхдоходы должен ли быть в России? И что считать этим сверхдоходом? Все страны в мире, которые применяли налог на сверхдоходы, отменили его. Дело в том, что сверхбогатые люди имеют возможность релокировать свои бизнесы в другие страны и так далее, и замутить схему оптимизации налогов. Поэтому по ходу все эти налоги на сверхбогатых людей, требующие гигантского администрирования и расходов на саму систему введения, исчисления, контролирования и так далее, по факту оказываются пшиком. Богатые люди, они очень креативны, потому они очень богатые. Поэтому попытка гоняться за ними ни к чему не приведет. Поэтому я бы все-таки на другие вещи делал ставку, на те, которые привели к офигенно классным результатам во всех странах. А теперь резюмирую. Итак, у нас 3 вывода за этот выпуск. Итак, первое. Небогатых людей следует освободить полностью от налогов. Вот если у тебя до 300 тысяч рублей доход, налоги у тебя должны быть 0. Это раз. Второе. Необходимо платить налоги. Текущий уровень налогового бремени, он нормальный, и его необходимо оплачивать. Никакого криминала, и те, кто пытаются отойти от этих налогов, схематозить и так далее, ай-яй-яй, тебя посадят, а ты не воруй. И третье. Прозрачность использования бюджетных средств, собранных в виде налогов, и повышение эффективности, разгосударствление, собственно, использование бюджетных средств, построение системы высокой эффективности, инвестирование с высокой эффективностью. Вот, пожалуй, 3 момента, которые я хотел бы ответить. И тогда тема с налогами закроется, и больше не будет людей, которые говорят: а куда мы платим налоги, мы не хотим платить налоги. Слушайте, мы платим налоги, потому что хотим жить в процветающей стране, и точка. Мы имеем 300 тысяч и не платим налоги, потому что еще рано платить. Будет 1 000 000, будем платить, да? И если ты принимаешь такой общественный договор, напиши мне комментарий «да». А если ты его не принимаешь, напиши свое жирное «нет». От того, какое количество людей проголосует «да» и «нет», я пойму, может ли то, что я сейчас заявил, быть использовано мной в виде своей политической платформы. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.